быть невыспанной, не выспавшейся. Вот такой видок. И я, Хайнекен. Мне принесли пельмени. Здесь, причем, ребята, здесь принесли в 10 раз быстрее, чем мы ждали заселения. Реально как пельмени выглядят. А внутри Little шпинат. Так выглядит дорога с материка до самой островной Венеции. Вот с той стороны это все промзоны, там порт, там некрасиво. Мы доехали до Венеции. Да, я выгляжу вот так. Я купила себе вот такую рубашку. Ощущаю себя немного такой пиратской. Вот мы вышли, и, собственно, сразу все то, как мы привыкли это представлять себе. Здесь есть такса, маленькая, волосатая. Красиво, потому что он выглядит очень историческим. Как и все, наверное, храмы в Европе. Во-первых, очень симпатичные окошки. Во-вторых, очень узкий проход. Смотрите, как классно расположено кафе. Так. Это лодка такси, наверное. Возможно, это все такси или вот маршрутка. Здесь, кстати, водный транспорт называется Вапоретто. У меня ассоциируется это с электронными сигаретами. Вот если вот так встать. Я вижу таксу, таксу. Она без хозяина. Держите меня, семеро. Вот этот вид, мне кажется, уже более знакомый. Я уверена, есть пазл, который я, возможно, собирала когда-нибудь с вот этой картинкой. Я думала, я не выспалась, но посмотрите на этого парня, он выглядит хуже. Итак, мы дошли до самого края этого острова. Это какая-то поза из йоги уже. Да, давай. Как ты позировал только что? Угу. Это вот такие вот входы, видите, которые вот чисто с воды. То есть рассчитанные только на то, чтобы с лодки заходить. Дома здесь такие, да, старые, пошарпанные, неровные. Людей много. Все как-то быстро, шустро. Жарко. И вот у меня есть с чем сравнивать в этом плане, потому что я из Сочи. Сочи очень тоже курортный город. Но когда становится чрезмерно много всего в таких местах, я уверена, это теряет вот свой шарм, свою изначальную красоту и атмосферу. И вот мне кажется, что в Венеции что-то похожее происходит. Мне кажется, это такой, перед каждым городом подобным стоит такой своего рода выбор моральный, да? Пойти по такому пути развития, делать все для туристов, только для них, для заработка, для всего. Или отказаться от этого всего, но сохранить свою какую-то истинную. Кирилл, что ты хочешь мне сказать? Я, пицца и Италия. Все, что... И сережки, конечно же. Кстати, важный опрос. Перчик или баклажанчик? Важно ответить. В целом пицца вкусная. Но единственное, что вот я убрала, тут есть прошутто. А, еще я уронила случайно вот это растение. Извините. Во-вторых, здесь очень приятный мужчина, итальянец, в костюме, который открывает двери и приносит еду. Говорят, что в Барселоне дешево относительно Европы цена. Но мне кажется, здесь однозначно дешевле. 8 евро купить пиццу. Ну, то есть, в целом, это он пришел. Короче, пицца – это хорошо, это вкусно. С чего бы начать рассказывать все, что произошло со мной за последние часа полтора. В общем, я сейчас в городе, который называется Падуя. Так вот, я здесь. Почему вообще я здесь? Посмотрите, какой движовый парк здесь. О, а здесь дорога для Юлия Цезаря. Италия – это вообще самая первая страна, куда я поехала за границу еще в 18 или в 19 году вместе со своим другом. У нас были проблемы с электричками, мы вечно или опаздывали, или садились, ехали не туда, или путали электрички. И вот у нас прям триггер стал эта электричка, Тренни. И вот сейчас я очень вспомнила вот это чувство, то, что как в жизни такого не случается, но в Италии вот почему-то опять... до Вероны. Знаете, вот как фильм «Один дома». Все с чемоданами, все толпой идут, с семьей, школьники. Поднимаюсь, и поезд уезжает. Следующий поезд только через час. Сколько мне хочется вот так вот галопом по Европам. Я вышла, потому что до сюда ехать минут 15. Плюс я хочу пить, я захочу есть рано или поздно. Ну, то есть, я знаю, все это прекрасно.
Вот, поэтому как бы я в Падуе. Мне кажется, город тоже вполне себе такой тинейджерский. Слушайте, ну мне очень нравится этот парк. Он прям симпатико. А тут чего у нас? Здесь какая-то водичка есть. И очень старый домик. Да, слушайте, очень тут спокойно. Тут все так сидят, пикнички, танцы, брейк-дансы, собаки. Интересно, есть такса? Я как таксовый маньячелло высматриваю одинокеньких такс, которые потерялись. Вообще не планировала снимать это место, но тут остановился парень сфоткать. Я подумала, чем я хуже. Вот это, конечно, классное сочетание L'Occitane и Prada. Я даже купила себе крем для рук. Какой хороший свет. Жаль, что я ничего не вижу. На красивую... Извиняюсь. Вышла на красивую площадь. И как бы все прекрасно. Так вот, да? Тут тоже красиво. Но нету ни одной лавки. I want to sit somewhere. А, вон там ступень. Села рядом с голубями. Ну, там дальше есть люди. Купила себе минеральную воду. В детстве я, мне кажется, предпочитала минеральную воду обычной воде. Да, вот эти дети из Сочи. Я ем протеиновый батончик. И знаете, почему я скучаю? Помимо того, что я фанатка творога, сырников. И уже столько времени я не имею свободного доступа к ним. Ну ладно. Вот именно мне вкус нравится, на самом деле. Протеиновых батончиков, которые продаются в странах СНГ. Я не знаю почему, что в них там подмешивают специально для таких, как я. Здесь продаются какие-то протеиновые батончики. Это не то. Мне они не нравятся. Они не такие классные. Я не знаю, это сирень? Если да, то я очень люблю сирень. Мне кажется, это вообще любимые мои цветы. Не знаю, кто вы, но я вас очень люблю. Вы очень красивые. У меня все просто. Слышу звуки часовни, иду в ту сторону. Не хочу, опять же, делать какие-то там выводы, какие-то оценки, вердикты выносить, да. Просто смотрите, конечно, и делайте выводы сами, каждый свои. Зря я шла сюда. Это такое место. Самая большая городская площадь Италии. Я опять перезаписываю, потому что уточнила, чтобы не быть голословной. Вот, она как такой островок посередине, окружена, вот видите, статуями, вот так идут по кругу известные, значимые личности. Ну ладно, вечером здесь атмосферно и красиво. Не планировала вечером сюда ехать. Ну почему нет? Когда Венеция начинает нравиться. Мне принесли ведро салата. Ведро салата.